Приветствую вас на канале Twice Mom. Сегодня мы начинаем говорить про, наверное, самую сложную детскую тему – это про сон. Хочу отметить, что я своего мнения никому не навязываю, советовать что-то вам я не буду, просто я сама столкнулась с проблемами сна у своих детей, много над этим работала. И хочу рассказать, что получилось, что не получилось, что работает, что не работает, что я делала, что из этого вышло. Может быть, что-то вам пригодится. Если вам подходит, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Дальше будет очень интересно. Сегодня мы рассмотрим некоторые общие моменты про сон. Дальше попробуем каждый параметр рассмотреть более подробно. Погнали! Сон является очень сложной системой. У каждого из нас есть внутренние биологические часы, которые управляют нашим циркадным ритмом. Циркадный ритм обусловлен, в свою очередь, воздействием среды и присущ всем, и животным, и даже растениям. Это то, что заложено в нас на генетическом уровне. Циркадный ритм связан с восходом Солнца, то есть со световым днем, с восходом и закатом Солнца, то есть со световым днем. Важно, чтобы внутренние часы не сбивались и чтобы лучше они были синхронизированы со световым днем. Выработка мелатонина, гормон сна, начинается за час-два до привычного времени отхода ко сну. И с 4-5 утра организм готовится к пробуждению. Уровень этого самого гормона мелатонина снижается, и к 8 утра его концентрация в крови практически равна нулю. Это опять-таки обусловлено циркадным ритмом. За счет этого ночной сон по своей структуре неоднороден. К утру преобладает поверхностный сон, быстрый сон, когда ребенок может проснуться от любых мелочей, от любого звука, от любого шевеления. При попытках продлить предутренний сон мы получаем фрагментарный сон. И что самое печальное, привычку спать фрагментами не только утренний кусочек, но и всю ночь. Даже если по количеству часов сон считается достаточным, может страдать его качество за счет фрагментарности. А вообще для всех детей оптимальным временем укладывания и отхода ко сну вечером на ночной сон считается с 7 до 9 вечера. Это хорошо, особенно для тех детей, которые имеют склонность к предутренним пробуждениям. Многие родители боятся укладывать раньше, считая, что чем раньше уложишь на ночь, тем раньше проснется утром. Неправда. Чем раньше уложишь на ночь спокойного, неперевозбужденного ребенка, тем больше и лучше он проспит. Второй момент – то, что самый глубокий и хороший сон, в котором происходит развитие, раскладка головного мозга, обработка информации, полученной за день, это до 12 ночи. Это и у взрослых, и у детей. Поэтому лучше, если ребенок больше поспит до 12 ночи. Такого глубокого сна за всю ночь больше не будет. Самый лучший сон до 12 ночи, поэтому и родителям лучше ложиться раньше. Хотя бы часов 10:30, в 11 вечера ложиться для того, чтобы хоть чуточку поспать до 12. В это время организм отдыхает, кроме головного мозга, а головной мозг обрабатывает информацию лучше. Это очень полезный сон. Таким образом, мы же еще, если укладываем рано, это называется раннее укладывание. Таким образом, мы синхронизируем биологические часы со световым днем и увеличиваем долю глубокого сна. Если в 7 вечера у вас еще светло, используйте шторы blackout. Биологические часы настраиваются с помощью ритма для самых маленьких или для подросших детей режима дня. Это
практикуется примерно с 3-4 месяцев после того, как структура сна становится как у взрослого. Качество сна зависит от нескольких параметров. Первое – это состояние здоровья ребенка. Если чешутся зубы, режутся зубы, если температура, болеет, сопли и так далее, о полноценном хорошем сне говорить не приходится. Да? Второе – от режима и ритма дня, чередование сна и бодрствования, соответственно возрасту. Третье – эмоциональные нагрузки, межличностные отношения, состояние мамы, внимание мамы, отношения между мамой и папой, отношения между братьями, внутри семьи, другими родственниками, проживающими и приходящими и так далее. Четвертое. От условий сна. Температура воздуха, звук, свет, запах, вкус, окружающие объекты и так далее. Пятое. От режима питания. От достаточности калорий днем, от типа питания, от различных продуктов и так далее. Шестое. От ассоциации на засыпание. Игрушка, кроватка, руки, грудь, соска, коляска и так далее. От наличия или отсутствия навыка самостоятельного засыпания. Здесь сразу скажу, самостоятельное засыпание – это не то, что вы положили ребенка в кровать и ушли, он орет. Нет. Это самостоятельное засыпание – это и не отказ от грудного вскармливания. Пожалуйста. Также самостоятельное засыпание можно совмещать с совместным сном, если вас это устраивает. С кормлению грудью. Это не травмирует ребенка. Это совсем другие сейчас методики. Можно это все сделать безболезненно, и это намного легче. Я сама к этому пришла, когда ребенку второму было 7 месяцев. Это казалось большим спасением. Чтобы решить проблему со сном, нужно пройтись по всем вышеназванным пунктам, именно в этой последовательности, а далее мы рассмотрим каждый пункт подробнее. И в конце цитата дня. Совет для упрощения жизни. Автор неизвестен. Если вы устали и сильно хотите спать, а у вас дома очень шумные дети, попросите их разбудить вас через 30 минут, чтобы вы начали уборку дома. Они сделают буквально все, чтобы только вас не разбудить. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Следующее видео не за горами. Всем пока!